Всем привет! Приступаем к заточке ножа с односторонними спусками. В данном случае это у нас будет Emerson CQC7, который имеет довольно серьезные повреждения на режущей кромке, в особенности на второстепенной кромке Tanto. И так получается, что помимо заточки односторонних спусков, мы также неизбежно коснемся заточки Tanto острия. На самом деле там все очень интуитивно, но просто нужно это один раз показать. Я не рассчитываю, что весь процесс заточки этого ножа, даже такой довольно серьезной переточки, займет много времени, потому что сама геометрия односторонних спусков предполагает заточку только одной из сторон, той стороны, на которой находится спуск и подвод, и потом только снятие заусенца с обратной стороны, которая плоская. Точить будем на точилке Apex Edge Pro. Хочу сразу подчеркнуть, что это видео не является каким-то руководством, как работать на точилке, какие использовать абразивы, какие движения и так далее. То есть это полностью мой стиль заточки, и в этом видео я хочу, то есть совсем не хочу концентрировать на этом никакого внимания и больше подчеркивать именно те моменты, которые касаются особенностей заточки клинка с односторонними спусками. Для экономии времени я уже настроил угол, который подходит под Emerson. В расчете угла мне помогла вот такая замечательная вещь. Измеритель углов, то есть вот я его поставил, обнулил, и на данный момент мы имеем что-то около 40 градусов. Я просто не могу сейчас очень четко выставить, мне неудобно, то есть, но получается, что наш вот этот односторонний угол, он будет под 40 градусов. Возможно, он капельку отличается от оригинального угла. Оригинальный был, видимо, немножко меньше. Но все равно для переточки это будет в самый раз. Использовать будем алмазные камни, так как сколы довольно сильные. Давайте посмотрим, как это выглядит. Просто начинаем работать. Мне сейчас нужно снять довольно много металла, поэтому я концентрируюсь конкретно на этом. И, наверное, это плохо, конечно, видно, но я протачиваю только вот нашу основную режущую кромку, вот эту вот прямую линию. Постараюсь так вывернуть руку, чтобы вам было видно. Работаю только по ней, для того, чтобы убрать все сколы, которые могли быть. На самом деле, вот эта вот основная режущая кромка на Эмерсоне сохранилась очень хорошо после тестирования, после испытаний. Поэтому тут особо даже ничего не надо делать. Теперь вот после того, как я проработал режущую кромку, с обратной стороны я прям могу чувствовать хороший такой заусенец, за который я могу зацепиться ногтем. Да прям звук такой. Далее, не меняя угол, я перехожу на второстепенную режущую кромку. Вот таким макаром. Очень просто. То, о чем я и говорил. Здесь нет абсолютно ничего сложного. Здесь нам придется поработать немного дольше, потому что сколы очень чувствительные и кончик отломался. Так, давайте посмотрим на такой промежуточный результат, что мы имеем. Основная работа еще требуется только вот здесь, для выравнивания сколов.
Потому что вся главная режущая кромка, она уже в полном порядке. Чуть-чуть подвину держатель. Это вот такая сейчас происходит грубая работа по снятию, просто снятию лишнего металла. Максимально длинное движение камнем. Если вы точите вручную, опять же, используйте всю длину вашего заточного камня, водника там или любого другого. Так. Ну что ж, работа продвигается. Работа продвигается. Поработаем еще. Камушек алмазный, вот этот вот файн, у меня уже довольно-таки износился. Кстати, на данный момент хочу обратить ваше внимание, я абсолютно не трогаю вторую сторону вот эту с заусенцем. Пусть этот заусенец там собирается, он меня на данный момент вообще не волнует. Потому что я снимаю металл. И если бы у вас были такие же повреждения на ноже с двусторонними спусками, то пришлось бы как бы постоянно переворачивать нож и подгонять угол. Здесь же это гораздо проще. Мне не хочется, конечно, тратить ваше время, но сколы очень чувствительные. Поэтому придется немного потерпеть до того момента, пока мы перейдем к снятию заусенца. Ну, вы видите, тут осталось еще несколько скольчиков, и кончик еще не до конца выровнен. Не знаю, попытаюсь левой рукой поработать, что ли. Вот так вот точится танто кончик, как бы с такой точилкой, как Apex. Все элементарно. Да, дело. Так. А если вы точите, скажем, на камне, вот у вас камень, то как бы так не видно, да, то вы точите, то есть сначала основную режущую кромку, а потом второстепенную точно так же, то есть вот просто подгоняйте под таким углом и под таким, то есть у вас в заточке танто, который вот такой вот еще прямой, как здесь, который вообще не имеет изгиба, она просто элементарная, то есть у вас две прямые, абсолютно прямые режущие кромки, где ну просто зафиксировал клинок и погнал. Так, ну, мы, безусловно, продвигаемся, скольчики еще есть, но они с каждым разом все меньше и меньше. Мне кажется, мой камушек файн уже износился очень сильно.
Да что ты будешь делать? Очень внимательно нужно следить за кончиком. У меня проблема постоянно с первых дней на Апексе. У меня проблема с тем, что я иногда могу просто снести кончик. Ну что ж, смотрим. Смотрим, мы почти у цели. Не знаю, там буквально там считанные минуты работы. Один микроскольчик там остался. Не, они еще пока оба видны. Но осталось очень недолго. Заусенец с обратной стороны. Его прям можно видеть, мне кажется. Вон он. Но сейчас уже заусенец довольно серьезный, поэтому можно снять. Насчет заусенца. Как мы это делаем, как мы его снимаем, как мы находим нужный нам угол, как я уже говорил. Я когда точил односторонние спуски первый раз, я думал, что я буду точить там, ну, на разных камнях, грубый, там, мелкий, неважно. Заусенец это что-то такое слабое, что как бы желательно снимать каким-то мелкозернистым камнем, чтобы не сделать какой-то вред. И я взял вот трехтысячник. Но я очень глубоко ошибался, так как при работе грубыми камнями по решей кромки заусенец, который собирается на обратной стороне, он вот именно такой грубый, насколько грубый этот камень. И поэтому вот этот трехтысячник, можно видеть вот эти вот светлые полосы, вы видите, это вот, когда я пытался снять заусенец, этот камень, он еще вдобавок ко всему, он идет на какой-то мягкой связке, на какой-то глиняной, несмотря на то, что он такой довольно мелкий. Вот, на апексе мелкие камни, они на довольно твердой связке такой. Вот, и этот вот заусенец вот просто стал снимать поверхность камня, просто стругал его. Поэтому я понял, что так не пойдет, и поэтому заусенец я сейчас снимаю на тех же камнях, на которых я точу. Вот я сейчас нахожусь на алмазном файне, значит, на алмазном файне я и буду снимать заусенец, который от него получился. Как я уже говорил, я делаю это абсолютно фрихенд. Просто фиксирую как-нибудь этот камушек, ставлю нож, визуально вижу, что я выбрал малый угол, который не создаст у меня здесь подвод полноценный, но в то же время не снесет мою вершину, не снесет вот эту остроту. Такими легкими, внимательными движениями. Все, заусенца нет. Теперь заусенец на танту острие. Без нажима, без давления, без ничего. Этот заусенец, он очень слабый. Он грубый, но он слабый. Вот он прям... Я вот так на автомате сейчас отбросил его. Он прям такой, как палочкой откололся у меня. То есть угол, ну если бы мне сказали, рассчитай примерно сколько градусов, ну может быть градусов, ну между 5 и 10. То есть если вы пойдете на меньший градус, то вы сформируете уже реальный подвод. Вот сейчас вот как выглядит обратная сторона. То есть нету как такового подвода, может какая-то полосочка, но и нету заусенца. Теперь возвращаемся к снятию металла.
Немножко пройдемся и здесь, без нажима. Так. Ну еще, я не знаю, наверное, какие-то мизерные остатки можно увидеть. Один скольчик до сих пор жив, самый глубокий. Да, конечно, из-за такого вот одного скольчика в погоне как бы за идеальной режущей кромкой приходится снимать, конечно, там, ну, полмиллиметра металла, скажем. Это все равно очень много. Еще капельку. Я еще сейчас так в раскорячку работаю, чтобы на камеру было видно. Так. Он еще там, он до сих пор там. Опять снимем заусенчик. Ну, только ногтем он еще чувствуется. Ладно. Так. Ну все, это уже на каком-то уровне микро-микро. Вот этот заусенец, который отпадает. Я думаю, можно будет видеть. Вон он. Он просто отпадает с этой стороны. Его можно пальцами оторвать. Все. Переходим на следующий камень. Суперфайн. Алмазный. Можно поменять скотч. Сколько прошло? 19 минут сейчас записи. Как бы минус разговоры, минус все. То есть, ну, за считанные минуты такая геометрия вот перетачивается кардинально. На двусторонних спусках такого бы, естественно, не было. По основной режущей кромочке мы легонько проходим, без нажима, только чтобы исправить те царапины, которые образовались после грубого камня. И теперь на второстепенную режущую кромку переходим.
Все. Следующий этап — снятие заусенца с обоих сторон, с обоих режущих кромок, извиняюсь. «154 cm», довольно мягенькая, заусенец уходит без проблем. Ну, нож уже, ну, реально острый. Я уверен, что из коробки он имел такую вот остроту. Больше микросерейтор такой. Но это именно то, что было из коробки. Такой вот неохотный рез бумаги. И теперь, чтобы уже наточить, иметь нормальную остроту, мы переходим на керамические камушки. В данном случае начиная с 600 и заканчивая 1000-ником. Нанесу фломастер, чтобы убедиться, что мы снимаем в правильном месте, что мы попадаем в режущую кромочку. Отлично. Шестисотый камень уже дает нам очень красивую режущую кромку. И мелкий заусенчик, который опять же мы снимаем тем же способом. Тут главное угол. Сделайте маленький, задерете здесь подвод. Сделайте большой, затупите нож. Ну, не знаю, можно попробовать на бумажке сейчас. У меня просто руки мокрые. Ну, острота улучшается, безусловно. Поэтому идем на 1000-ник сразу. Без нажима полирнем режущую кромку. Ну, вот я думаю, и все. Можно там поправить на пасточке, добавить. Но за 20 минут эта стамеска была просто возрождена из трупов. Zero Tolerance с примерно такими же повреждениями. Zero Tolerance 350. Кто помнит мой Hard Use тест. Так вот, Zero Tolerance я выправлял, наверное, часа полтора. Конечно, благодаря его шикарной рекуре во многом. Но
тем не менее, это взяло у меня 1,5 часа здесь, с разговорами, с какими-то, я не знаю, с чем угодно, 20 минут. Ну, как бы, второстепенная, ну, ей неудобно резать, она выскальзывает просто. Как бы тоже режет. Все. Давайте еще сделаем зум сюда. Вот так вот. Поэтому заявление о том, что односторонние спуски точить легче, я подтверждаю на 100%. Реально, ты точишь одну сторону, потом пару раз смахнул заусенец и опять погнал, как бы. Даже если ты там, я не знаю, ну, можете сказать, что я как-то грубо там точил, быстро, но окей, предположим, вы очень такой внимательный, аккуратный педант, и вы взяли вот такой вот нож и аккуратно его будете точить, да, у вас возьмет в 2 раза больше времени, да. Но теперь представьте себе, что с вами будет, когда к вам попадет такой же нож, но с двусторонними спусками. То есть вы со всей своей педантичностью в 2 раза больше времени потратите, это как бы нечего об этом говорить. Поэтому заточка этого ножа это реально более легкое дело. И я это говорю сейчас о возврате какой-то мега остроты. В полевых условиях просто там шаркнул по камню одной стороной, заусенец снес просто одним движением и все, как бы ты готов, у тебя ну, вполне рабочий нож. Сейчас мы говорим о полном восстановлении просто этой режущей кромки. Поэтому заточка стамески реально довольно приятное дело. Вот. А заточка танто, как вы видите, вообще не имеет никаких подводных камней, подвохов. Все крайне интуитивно. Ну все, на этом, я думаю, можно закончить. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.